Здрасте! Ультимативный надувной снова на связи. И сегодня прозеваем обозревать вот такого замечательного тигренка. Это игрушка от той же конторы, от которой был Грифон. В длину эта зверушка 2 метра 75 сантиметров. Дизайн просто отвал башни. Мордочка очень милая и колоритная. Ну и вся окраска невероятно яркая и красивая. Просто замечательная красота, на которую хочется любоваться и любоваться. Вот такие вот здоровенные массивные лапы, здоровенная голова. В общем, все здоровенное. Несмотря на огромный размер, в этом тигре всего 2 надувных отсека. Первый — это лапы и туловище. И второе — это хвостик отдельно. Основной, самый здоровенный отсек оснащен вот таким вот двойным клапаном, стандартным здоровенным, который мы уже видели. И на хвостике вот такой вот маленький. Но хвостик сам по себе довольно маленький, поэтому надувать-сдувать его довольно легко. Несмотря на свой огроменный размер, этот тигренок на самом деле не очень объемный, поэтому его можно надуть даже с помощью собственных легких, ну, примерно минут за 20. Но самое главное, что я хотел сказать, хоть этот тигренок, он от той же фирмы, от которой был Грифон, он гораздо проще сделан, меньше клапанов, проще формы, и внезапно он оказался просто невероятно прочным. Потому что до сих пор я его ни разу не заклеивал. Единственное, вот здесь вот можете заметить, была маленькая, едва заметная царапка, скорее всего, с самого завода. И я просто на всякий пожарный прошелся по ней клеем, потому что вот эта область, она довольно нагруженная. Также игрушка имеет усиление по швам. Вот здесь вот на шее вогнутый шов проварен. Довольно большой участок проварен. И на задних лапах вот эти вогнутые части. Раз и два тоже проварены. Туловище сделано довольно просто. Один продольный шов по спине и по пузу идет. Туловище собирается из 2 частей. Благодаря чему, опять же, его конструкция довольно простая. Просто меньше мест, где он может порваться. Это просто замечательно. На воде он достаточно устойчивый, но не настолько, конечно, как лебедь, потому что он все-таки такой именно цилиндрической формы, а не таблеточной. Но он очень красивый. Это вот прям, как я уже говорил, с точки зрения дизайна, это просто абсолютная победа, это просто прекрасно. Передние лапки сделаны вот таким вот довольно простым швом. А на задних лапах вот такая вот круглая деталь вставлена, благодаря чему они выглядят более объемными. В целом дизайн получился просто замечательным. Он не супер сложный, нету всяких когтей, крыльев, рогов, ушей и так далее. Нет, уши есть, поправка. Уши есть. Нет кучи каких-то мелких переусложненных элементов, но при этом результат выглядит очень красиво и балдежно. Нету каких-то сверхмощных искривлений, типа поднятой назад шеи, вот как у Грифона. То есть именно такого тигренка я мог бы порекомендовать для гипотетического кого-то, кто вдруг захочет вкатиться вот именно в коллекционирование вот этих штук. Вот что-то вроде тигра или подобное, потому что эта игрушка, она не очень большая, она легко складывается, раскладывается, не очень сложная, но при этом достаточно здоровая и просто невероятно красивая. Ну, на самом деле, я не собираюсь пока что слишком сильно раздувать свою коллекцию. На самом деле, самое грустное во всей этой истории это то, что подобные игрушки практически не распространены нигде, особенно у нас. Подобная игрушка, она настолько прекрасна в своей беспомощности и наивности, что как будто просто появилась здесь из какого-то другого мира, на самом деле. Но, тем не менее, я очень рад, что такие штуки хоть кто-то делает и хоть в каком-то виде. Это просто прекрасно. Ну что ж. А на этой позитивной ноте я раскланиваюсь.
Спасибо за просмотр и пока-пока. Вот еще одно включение. Тот же тигренок, только усиленный. Усилено все туловище, лапы, уши и лапы. Не усиленным остался только хвост, но у хвоста отдельная секция, никак не связана с остальной частью, поэтому на хвост таких нагрузок не будет. Для экономии времени и сил я его не стал проклеивать. В целом здесь все то же самое, что и с грифоном, то есть усилено с внутренней стороны вот тут швы, со стороны лапы, со стороны туловища. Везде проклеены ленты, и что самое главное, вот здесь хорошо видно. В отличие от грифона, здесь я использовал прозрачные ленты, чтобы они не просвечивали, потому что сам вот этот оранжевый материал, он очень хорошо пропускает солнечный свет. И если бы ленты были какого-то цвета, то они бы были бы очень заметные, особенно вот в таких вот местах. Здесь бы ленты были очень заметные, будь они непрозрачные, из любого какого-нибудь непрозрачного материала. А так они прозрачные, и результат вообще не отличается даже на просвет. Ну, единственное, как обычно, тут, конечно, видны следы от клея, но это уже неизбежно. А так, теперь этот тигренок также усилен, но в отличие от грифона он держался гораздо дольше. Повезло, он оказался гораздо более надежным. Всего на усиление этого зверька у меня ушло 24 часа, 7 тюбиков клея и где-то треть матраса. Матрас не самый дешевый, но зато он был именно из прозрачного материала. Конечно, в идеале было бы не такой толстый, но ладно, это все ерунда. Короче, да, прозрачный матрас, недорогой. 7 тюбиков клея и 24 часа именно чисто работы, не учитывая перерывы и так далее, где-то в среднем примерно вот так уходит. То есть в среднем 3 рабочих дня по 8 часов, грубо говоря, или 2 по 12. Получилось гораздо быстрее его заклеить, чем грифон. То есть грифона я клеил 2 месяца, а тигренка всего лишь сколько, недели? Чистых 3 дня, но по факту там ушло дней 5, наверное, или 6. Потому что я не снимал. Съемка всех этих процессов, она реально увеличивает затраченное время на 2. В целом результат. Тигр. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, а на этом мега-обзор подходит к концу. Спасибо за просмотр и пока-пока.